Владимирович Бедрицкий. Я работаю в Национальном историко-культурном музее-заповеднике Несвиж. В это непростое время опустили почти все музеи мира. Поэтому для посетителей официального сайта нашего музея мы начинаем цикл коротких рассказов о малоизвестных фактах и событиях в истории Несвижского замка и овладевших им 4 столетия представителях княжеского дома Радзивиллов. Сегодня я вам расскажу о предпоследних хозяевах замка. В январе 1914 года, за полгода до начала Первой мировой войны, после смерти своего отца, 15-го ордината Несвижского Ежи Фридриха Вильгельма Радзивилла, 16-м и предпоследним ординатом стал родившийся в Берлине в 1885 году Альбрехт Антоний Радзивилл. Унаследовав от отца, помимо замка и иных владений, слабое здоровье, Альбрехт был инвалидом и даже не мог стоять в 1910 году на собственном бракосочетании в одном из костелов Лондона, куда он уехал с глаз долой от собственного отца и матери Марии Розалии Броницкой, не одобривших выбранную им невесту Дороти Паркер Дикон, дочь американского миллионера-лесопромышленника Эдварда Паркера Дикона из Бостона. Дороти, в свою очередь, унаследовала от своих родителей красоту и историю душевных расстройств в 2 поколениях. Американка отличалась непредсказуемостью и эксцентричностью. В 1917 году она родила Альбрехту единственную дочь Эльжбету, а в 1921 году, рассудив, что Несвижский ординат в результате исторических катаклизмов обеднел, развелась с ним и сразу вышла замуж за венгерского графа Палфи, оказавшегося к ее разочарованию тоже небогатым, хотя и не менее знатным, чем Альбрехт. По требованию бывшей свекрови Броницкой Дороти стала именоваться не княгиней, а всего лишь графиней Палфи. Возможно, именно от матери Эльжбете передались особенности ее непростого характера. Брак американки с несвижским князем соответствовал представлению о модных в конце XIX и начале XX веков трансатлантических браках. В США не было своих баронов, графов и князей, но аристократия потомков первых переселенцев из Старого Света в Новый своей фанаберией и тщеславием европейским аристократам нисколько не уступала. Новоришей после гражданской войны в Соединенных Штатах Америки задевала недоступность для них общества американских аристократов, и тогда они обратили свой взор на старую европейскую аристократию. У бедневших европейских аристократов не было денег на содержание своих огромных дворцов. И тогда американские безродные богачи стали менять приданое своих дочерей на европейские венцы и титулы. Но в случае с Дороти и Альбрехтом ошиблись обе стороны. Альбрехт мог предложить перед разводом Дороти лишь свою безоглядную любовь, а с ее стороны о приданом речи и вовсе не шло. Деньгами несвижских Радзивиллов выручали их родственники из Олыки на Волыни, чей потомок Станислав Радзивилл в 60-х годах стал шурином президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди. Надо отметить, что неудачный финал был и у брака старшей сестры Дороти, Глэдис Дикон, и 9-го герцога Мальборо Чарльза Спенсера Черчилля, двоюродного брата британского премьер-министра Уинстона Черчилля и хозяина роскошного дворца Бленхейм в графстве Оксфордшир. Единственным результатом единственного брака предпоследнего несвижского ордината стала его дочь Эльжбета, ныне здравствующая на 103-м году жизни в Варшаве. Хочется пожелать, чтобы ее сильная натура пережила и нынешние рискованные для здоровья времена. Спасибо за внимание.